Однажды мне задали простой вопрос, и он изменил все. Я просто катался на моноколесе, снимал обзоры, пилил тесты, обычное хобби, пока в 100-й раз не увидел одно и то же. Какое моноколесо взять, чтобы не пожалеть? Вот тогда все и понеслось. Я видел, как люди ошибаются, сливают деньги, а потом разочаровываются. И в какой-то момент я понял: или пройти мимо, или создать что-то, что действительно поможет. Я выбрал второе. Если бы я знал, во что это выльется, может быть, и не начал бы, но уже было поздно. Вот так появился крупнейший ресурс про моноколеса. И сейчас я расскажу, как это случилось и почему это вообще имеет смысл. Для начала надо было создать базу популярных моноколес, ну и ввести некий рейтинг. Казалось бы, задача простая, просто вбей данные и вперед. Но я быстро понял, что влип по уши. О сайтах я не знал вообще ничего, и следующие полгода стучал по клавишам так, как будто ничего важнее у меня не было. Писал, правил, снова правил, а потом с горечью смотрел на результат. И переделывал заново. Пока я кропотливо выискивал информацию по одному моноколесу, уже выходили новые модели, а старые снимались с производства. И чем глубже я копал, тем больше понимал: без дополнительных характеристик, которые никто толком не собирал, сайт будет неэффективен. Но я уже влип. Через год у меня уже была первая версия базы, которая пусть и скудно, но хоть как-то отображала действительность. И тут я понял, что без помощи не обойтись. Я бросил клич чаты, но никто не откликнулся. Видимо, не у всех такое странное хобби — добровольно тратить свое время на моноколесный сайт. И я уже почти сдался, когда появились Арина и Юля. Они не были экспертами и просто поверили в идею. С тех пор мы команда. Без них этот сайт никогда бы не стал тем, чем он стал. После заполнения базы пришло время внедрять самый значимый блок, а именно моноколесный рейтинг. Тут проще, почти на всех моделях я ездил лично, мнение уже было составлено. Да, со временем оно менялось, выходили новые ревизии, батчи, обновления, но систему мы построили добросовестно. Конечно, не все были согласны. «А почему у моего любимого колеса такой низкий рейтинг?» — спрашивали меня. И я понял, надо больше прозрачности. Так появился раздел «Личное мнение» с плюсами, минусами, нюансами, чтобы каждый мог понять, за что и почему. И теперь выбрать колесо стало совсем просто. Задаешь фильтр критерии, и вот все перед тобой отсортировано по рекомендации канала «Чертово колесо». Ну и этого оказалось недостаточно. Ведь новички в душе не чают, какие параметры им нужны. И так появился мастер выбора. Пошаговая форма с простыми и понятными вопросами, в конце которой сайт сам предложит подходящие модели. Удобно? Очень. А для большего удобства еще добавили интерфейс сравнения. Просто кликните под требуемыми колесами на кнопку «Сравнить», и затем вот на этого товарища с моноколесами в виде весов. И вуаля! Можно сопоставить до 4 колес одновременно. Строки с отличающимися значениями маркированы серым. Да, тут есть что доработать, но в целом, если не обращать внимания на некоторые костыли, фурычит вполне гоже. Добавили и возможность купить моноколесо прямо на сайте. Все цены всегда актуальные, заказы сопровождаю лично. Работает с ними и Кадрифт. Пожалуй, самая известная компания в мире моноколес. Так что тут все серьезно. Однако у новичков все равно остались сложности, ведь в моноколесном мире невероятное количество сленговых слов. Всякие бачи, котофы, слоны, петухи, батоны с салатами. И вот для того, чтобы им было проще, мы создали словарь Юкер на сайте, куда включили все известные сленговые слова. И, кстати, кто такие юкеры, если вы не знаете, можно прочитать там же. Но дальше больше.
Некоторые модели уходили не только с витрин, но и с улиц. Некоторые я вообще ни разу не видел вживую. И что делать с такими? Удалять жалко, но в выборке они путались и мешались. Так родился моноколесный музей. Это настоящий архив, туда мы перенесли моноколеса, которые уже почти не встретишь даже на вторичке. А потом началась совсем другая история. Появились модели, которые еще нет в продаже, но они на слуху, все их ждут и интересуются. Так на сайте появился раздел «Моноколеса будущего», где я собираю все, что только можно нарыть. Слухи, инсайты, фотки с заводов, спецификации, иногда раньше всех. И я думал, что на этом все. Но как же я ошибался. Пока я думал, что дошел до финиша, идеи продолжали фонтанировать. Да и люди просили, а я внедрял. Так появились разделы по защите и аксессуарам. Различные элементы защиты, фонари, зеркала, зарядки, рюкзаки и даже средства пожарной безопасности. Пока без рейтингов, просто список с проверенными ссылками. Но и это доработаем. Работы, конечно, еще много, поэтому если вдруг хотите помочь, просто чаще пользуйтесь кнопкой «Сообщите неточности». Она есть практически на каждой странице. И предлагайте исправления, уточнения, дополняйте отсутствующие характеристики моноколес, добавляйте новые виды экипировки, защиты, аксессуаров, которые вам нравятся. Без вашей помощи обрабатывать такие объемы информации нам прям становится непросто. Хоть и брыкаемся, конечно, как можем. К тому времени я уже отснял целую серию выпусков тестов дальности хода. И каждый раз под видео один и тот же вопрос. А сколько проедет вот это колесо, если я вешу на 15 килограмм больше и еду на 20 км в час быстрее? И вот так, как слепой котенок, я начал писать калькулятор пробега. Поначалу он знатно глючил и периодически рушил весь сайт. Но постепенно, шаг за шагом, день за днем, месяц за месяцем, я сделал так, чтобы он работал и работал достойно. И сейчас надо признать, что результаты расчетов меня полностью устраивают и в целом соответствуют действительности. Стоит ли говорить, что калькулятор пробега людям зашел? Но тут появилась новая напасть. Производители моноколес начали повсеместно устанавливать мотопокрышки, и мое видео о том, какое давление в покрышке выбрать, начало устаревать. И так возникла необходимость написать еще и калькулятор давления. И вот это и прям удобно. Вводите ваши параметры и вот получаете рекомендуемое давление для вашего моноколеса. Ну и конечно понятно, что тематика покрышки не исчерпывается одним лишь только давлением. Итак, мне пришлось разработать отдельный раздел «Обод и покрышка», где я рассказываю, какие они вообще бывают, чем отличаются, какую лучше выбрать и какой стороной ставить. Ах да, и видос на канал я, естественно, также запилил. Но дядьсно признаться, та еще, но зато на все вопросы я там постарался ответить. А далее поступил запрос от подписчиков на реализацию калькулятора времени зарядки моноколеса. Он действительно может быть полезным, если хочется спланировать свое время. Но тут я уже был на опыте и своял за пару вечеров. Да, пришлось потом дорабатывать, исправлять, но сейчас в итоге работает и очень даже неплохо. Шло время, и сайт потихоньку переставал быть просто справочником и становился целой экосистемой. Так на сайт перекочевали различные статьи по моноколесной тематике. Мы собрали правовую базу, куда разместили ссылки на все нормативные документы, регулирующие движение на моноколесе. А сейчас работаем над шпаргалкой, как вести себя с правоохранительными органами, которые порой не могут отличить моноколесо от мопеда, и над актуальным календарем моноколесных мероприятий. Также мы составили список всех магазинов, торгующих моноколесами. Ответственность за их деятельность, увы, не несем, но хоть база есть. Мы собрали воедино ссылки на все существующие моноколесные приложения. Кстати, отдельно отмечу то, что и наше собственное тут имеется. Также его можно скачать из Google Play и с Рустора. Достаточно ввести в поиске uker.ru. Работает, кстати, шустрее сайта. Спасибо, Валере. Валера,
ты крутой. Под многими моноколесами появились разделы «Видео», где собраны видосы по каждому колесу, которые нам удалось найти или которые нам показались интересными, а также раздел «Техничка», где мы делимся особенностями эксплуатации и ремонта моноколес. Тут можно найти как видео по разборке моноколеса, так и, например, рекомендуемое значение давления для моноколес с воздушными амортизаторами. Опять же, не справляемся, поэтому если хотите помочь, то просто заполните форму по кнопке «Сообщите неточности». Тут даже регистрироваться не нужно. В отдельный блок я вынес все, что касается аккумуляторов. В первую очередь это, конечно, блок «Не убить батарею». Тут можно найти информацию о хранении, эксплуатации и технике безопасности, а также можно прочитать о том, как продлить срок службы литиевой батареи. Кроме этого, я собрал таблицу по всем элементам 21700. И тут все необходимые характеристики. Емкость, максимальные токи зарядки, внутреннее сопротивление, если кто понимает важность этого значения, а также номинальное напряжение и рекомендованные токи. Все здесь взято из даташитов, ничего от себя. Четко, удобно и по делу. Раздел по пожарной безопасности тоже не для галочки. Тут собраны советы, как избежать возгорания литиевой батареи. Ну и чего никому не желаю, что делать, если оно все же уже началось. Это техника безопасности, ее должен знать каждый. Так что заглядывайте. Ну и это еще не все. С огромным трудом я взялся за невероятно важный блок, который, на мой взгляд, может заинтересовать большинство юкеров. Догадываетесь, о чем идет речь? Да, это 3D модели. Настоящая кладезь для тех, кто любит апгрейдить. Корпуса, подставки, крылья, упоры. Все можно скачать и распечатать. А чтобы всем было удобно добавлять 3D модели, я специально разработал чат-бота для Telegram. Вы можете просто бросить туда ссылку на интересную деталь. Ну а если ссылки у вас нет, то можно и файлик с коротеньким описанием. Сделали свое? Присылайте. Мы сами оформим, сделаем визуализацию. Все, чтобы другие юкеры могли пользоваться. Делитесь, и люди будут вам благодарны. В общем, работы с сайтом хватило с лихвой. И каждый раз, когда где-то там на горизонте маячила надпись «Ну теперь-то все, только поддержка», как вдруг появлялось что-то новое. Так случилось и в этот раз. Серега, мой товарищ, предложил мне отправиться в путешествие. Один раз, второй, третий. В итоге это увлекло меня настолько, что я создал отдельную ветку, посвященную путешествиям на моноколесе. Там я делюсь тем, какую экипировку выбрать, какие вещи стоит или не стоит брать. И вообще своим опытом путешествия на моноколесе. Сейчас я уже проколесил не 1 десяток тысяч километров по разным странам, и мне есть чем поделиться. И на канале «Чертово колесо» в ближайшее время, кстати, начнется серия выпусков с моими странствиями. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, там есть о чем рассказать. И понятно, что впихнуть на сайт всю информацию о моноколесах невозможно. Поэтому добавили список известных телеграм-каналов, которые только могут пригодиться юкеру. Все ссылки разбили по городам, брендам, моделям, экипировке, сервисам и прочим моноколесным тематикам. Кстати, уж если говорить о телеграм-ресурсах, то отдельно я хотел бы отметить телеграм-канал «Чертово колесо». Сейчас это крупнейший моноколесный чат, если не самый крупный, в котором создано много разделов и есть вообще все, от выбора моноколеса до его ремонта. Пользуйтесь на здоровье. На самом деле я перечислил только самое основное. На сайте еще много всего. Просто погуляйте по меню, посмотрите, почитайте. Скачайте и установите приложение. Оно работает ощутимо быстрее сайта, и вся информация всегда будет под рукой. И все началось с одного вопроса под видео. А сегодня это крупнейший ресурс, собранный неравнодушными юкерами. Он живет, растет и развивается вместе с вами. И если вы хотите помочь, просто нажмите кнопку «Сообщите неточности» и поможете и нам, и другим юкерам. Если хотите сказать спасибо, оставьте комментарий. Для нас это лучшая награда. Ну и, кстати, в отзывах в приложении Google Play кто-то написал: так и не понял, зачем ради такой скудной информации заводить целое приложение в телефоне. Как вы? Согласны с этим?
Если да, то пишите, чего не хватает, исправим, добавим. А с вами был Анатолич, канал Чертово Колесо. До скорого. А для Вот только не это, пожалуйста, так вот не надо делать, ну никогда. Добавили возможность купить моноколесо. А где купить у нас кнопка? Твою мать. Ну ладно. А где кнопку купить?